Меня зовут Лимаева Екатерина Евгеньевна. Я создатель сообщества для людей с редкими заболеваниями в Алтайском крае. Но у нас есть также еще участники из других городов. У моего отца была болезнь Гентингтона, и когда у него были уже ярко выраженные симптомы, мы не могли с ним гулять по улице, так как люди оборачивались на него, его постоянно останавливала полиция, проверяла его документы, паспорт, выпивший ли он. Похоже со стороны на очень пьяного человека, у которого шаткая походка, медленная речь. Таких людей не пускают в общественный транспорт, в магазины. Такая очень большая социальная проблема. Мой отец был военным, и всегда был такой за справедливость, и меня обижало, что общество его не принимает, хотя он делал очень социально активные вещи, чтобы что-то изменить. Не сидел дома. Я всю жизнь была такой социально активной. У меня это всегда где-то волонтерила, где-то когда-то помогала. Но сейчас, если прям по деятельности, что я являюсь волонтером организации «Редкие люди», она помогает пациентам с болезнью Гентингтона. Чаще всего, когда люди узнают только о диагнозе, у них патовая ситуация, на самом деле. Очень многие думают о суициде, не понимают, как дальше жить. Очень многие не хотят быть обременением для родственников, потому что это такое заболевание, когда ты не сможешь существовать один. У меня больше переживаний было, когда я узнала про онкологию, если честно. Я узнала о диагнозе лежа в реанимации, то есть не было врачей, я просто увидела в своей карточке. Я вообще не думала даже где-то, что это может быть рак. И я была в шоке. Первая мысль, что это все. Думаешь постоянно о этом все, и переоцениваешь свою жизнь. Не было полного облысения, не было такой капитальной, чтобы я очень тяжело эту химию, не вставая, переживала. Было терпимо. Я сама по себе такой человек терпеливый, в принципе, может быть, поэтому еще. Потом уже, началось ощущение этого всех последствий, что упал иммунитет, появились болезни, которых отродясь не было, аллергия на что-то, которой у меня никогда не было, еще куча всяких болячек повылазила. Мне все врачи говорят, у вас упал иммунитет, что вы хотите, после химии все вылазит. Поддержка мужа, конечно, у меня была серьезная, колоссальная. Когда я была в онкологии, он каждый день приезжал. Он мне такой в этом плане очень действительно крепкая опора. То есть всегда был со мной, на химию возил. То есть когда надо болеть, всегда рядом. А деток по онкологии запретили. Сказали, метастазы могут пойти там, где у тебя их не было. Беременность идет колоссальная перестройка организма и не рекомендуют. Плюс еще болезнь Гентингтона, шанс на наследование 50/50. Но сейчас у меня уже второй год горит идея найти людей с редкими заболеваниями. Я всегда занималась такой социальной деятельностью вообще разносторонней, приюту бездомных животных помогали. А эта ситуация, она меня показала, что надо двигаться в одном направлении немножко. Когда уже редкое заболевание добавилось, все привело к этому. Потому что надо в этом направлении что-то делать. История отцом еще была мотиватором. У нас после каждого проекта находятся для сообщества новые люди с редкими заболеваниями. У нас тут есть герои, которые прям из категории «невозможно» и «возможно». Мы отобрали самых таких действительно активных из активных и стали для них примером, мотивацией, что не стоит тратить единственную жизнь на телефона, и надо стараться найти в себе что-то хорошее, значимое в этой жизни и стараться идти этой идеей своей внутренней. Когда история людей такие мотивационные доходит до кого-то, даже то, что у нас очень много участников, которые сидят дома, замкнуты, и что они на таких проектах раскрепощаются, начинают видеть жизнь не только в черном цвете. Это мне тоже очень нравится. Доставляет такой душевный комфорт, что все-таки не зря оно было. Мне принесла соседка журнал, где было про акцию «Редкость среди нас», которую мы проводили. Она мне приносит, а там подчеркнута фраза «Быть сильнее». Такие все мотивационные, карандашиком подчеркнутые. Даже не ожидала, что люди-то вообще есть такие, которые эти все интервью так хорошо прочитывают и подчеркивают все какие-то мотивационные идеи. И я удивилась, не зря все это было.